Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. Один из частых вопросов, следящих у зрителей, следящих за нашим спортом, в том числе и на моем канале, в комментариях: а как, собственно, мне, новичку, человеку с улицы, попасть в бугурт? Раньше это был целый квест. Когда я задался этим вопросом, я искал информацию, я подходил к знакомым, мало знакомым, почти незнакомым людям. Я разве что на улице не дергал прохожих с вопросом: я хочу сражаться на мячах, что мне делать? Сейчас проще. Практически у каждого крупного клуба есть представительство в интернете. Все, что вам нужно, это найти нужный сайт, написать представителю, прийти на тренировку, а дальше старшие товарищи вам помогут. Все, конец видео. Но если серьезно, такое подходит далеко не для всех. Дело в том, что клуб – это не спортивная секция, это некая общность, братство, если хотите. Кроме того, часто клубы позиционируют себя как клубы исторической реконструкции, либо ролевых игр, и ИСБ там не на первом месте. Более того, стоит добавить, что крупные старые клубы имеют сложную и долгую историю взаимоотношений с другими клубами. Не всегда гладкую. Но что, если тебе вот это вот все вообще не интересно? Ты не хочешь разбираться, кто кому друг, не хочешь разбираться в нюансах ручных швов или в особенностях гражданского костюма жителя средневекового Гамбурга. Да, иногда ты играешь в ролевые игры, но другие, и клуб тебе для этого не нужен. Ты просто видел, как на каком-то турнире мужики самозабвенно заколачивали друг друга алебардами. Восхитился средневековым насилием, понял, что был рожден для этого. Осознал себя воином и почувствовал жажду к средневековым сражениям. Вот все как в той компьютерной игре, только по-настоящему. Типа Мартхал, да? Слушай, я без понятия, они же мне не платят за рекламу. А пора бы. В общем, как Портос. Я предлагаю драку. Хочешь просто драться? Драться в доспехах. То есть заниматься ИСБ, как любым другим видом спорта. Твой вариант – это школа ИСБ. Школа ИСБ – это новый формат для нашего движения. Это внеклубное явление, миссия которого – воспитание новых бойцов, повышение уровня действующих бойцов и продвижение ИСБ как спорта на международной арене. Школа ИСБ – это центры подготовки бойцов. Залы, объединенные едиными системами тренировок и методик, разработанных при участии топовых бойцов из разных клубов, имеющих колоссальный опыт. Это нормальный спортивный подход, позволяющий подготовить бойца соревновательного уровня в относительно короткий срок. К примеру, большинство нынешних членов сборной России отдали тренировкам, прежде чем попасть в эту самую сборную, по 10 лет и больше. Но с появлением системы школы ИСБ знания систематизировались. Методики, бывшие до этого внутренними секретами клубов, объединились и взаимодополнили друг друга. Теперь на подготовку бойца для сборной уходит около 2 лет. На данный момент под этим брендом объединены школы из 16 городов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Орел, Киров, Глазов, Пермь, Красноярск, Челябинск, Волгоград, Сочи, Старый Оскол, Новосибирск. Как я сказал, школа – это внеклубный проект. И в одном случае школа может курироваться каким бы то ни было клубом, а в некоторых случаях конкретная школа может быть вообще не аффилирована ни с каким клубом. Хотя знаете, если в процессе вы захотите заниматься реконструкцией, то, возможно, здесь вы встретите единомышленников и вступите в какой-нибудь клуб. Внутри одной школы тренировки могут вести представители разных клубов. Скажем, здесь у нас в Питере за подготовку новичков-щитовиков отвечает Иван Степанов из клуба «Пересвет», а за подготовку алибардистов Алексей Найдеров из клуба «Берн». Школа – это идеальное место для новичков. Здесь они получают чистую выжимку из опыта, накопленного разными клубами за многолетнюю историю сражений на бугуртных полях России и мира. Опытные тренеры проведут через тернистый путь, не дадут совершить ошибок, получить ненужных травм и помогут сэкономить время на подготовку. В то же время, если ты опытный боец, член какого-то клуба, но боевых тренировок в твоем родном клубе уже явно недостаточно, местный тренер дал все, что мог, но тебе хочется роста, школа ИСБ поможет тебе. Школа ИСБ – это нейтральная территория. Здесь тренируются как представители разных клубов, так и бесклубные. При этом последних, я даже думаю, большинство. Я, честно говоря, и не думал, как много есть людей, которым интересен наш спорт. Когда здесь, в Петербурге, открылась школа ИСБ, на первое пробное занятие пришло порядка 60 человек. Мы сидели с Брю в качалке, проходит парень: «Здрасте, на пробное занятие». Вам туда. «Здрасте, на пробное занятие». Следующий. Вам туда. Потом еще один. Короче, где-то как будто прорвало. Но через какое-то время я выглядываю вниз, а там порядка 60 человек, я прям офигел. Школа ИСБ – это не только подготовленный тренерский состав и разработанные методики. Школы оснащены всем необходимым снаряжением и оборудованием. Во многих школах есть тренажерный зал, борцовский ковер, боксерские груши, покрышки для отработки ударов и зоны для боев в доспехах. Все то, что необходимо для полноценного комплексного тренировочного процесса для нашего вида спорта. Начальное тренировочное вооружение также предоставляется. Я говорю о мягких щитах, тямбрах и шлемах.
Даже доспехи найдутся. Запасов старого железа, скопленного за много лет, хватит, чтобы снарядить целую пятерку, в некоторых случаях даже несколько. Да, это будут доспехи с чужого плеча, но они защитят и дадут возможность ученику попробовать, что такое настоящий бой в железе. Теперь понять, нравится тебе этот спорт или нет, можно достаточно безболезненно для кошелька. Разумеется, в будущем лучше приобрести свое снаряжение, но все необходимое для начала в школе СБ есть. Еще хочу сказать, что большинство школ являются базами для известных топовых команд. Тренировки проходят одновременно, иногда даже смешанно, и у новичков есть возможность поспарринговать и отрабатывать приемы с более опытными товарищами. Общаясь с матерыми бойцами, ученики преисполняются мотивацией. Они видят, куда их может завести их новое увлечение. Они понимают, что если будут усердно тренироваться, то могут поехать, скажем, на битву наций, чтобы познакомиться и сразиться с интересными людьми из других стран. Ну или, скажем, живем увидеть князя Монако. Резюмируя. Сейчас попасть в Бугурт стало как никогда просто. Появилось место, куда можно прийти просто из чистой и незамутненной любви к средневековым сражениям. Без погружения в малоинтересную реконструкцию или ролевые игры. Только ЕСБ, только спорт. И это место в школе ЕСБ. Максим, а чемодан с деньгами где? Я не знаю, видишь, мне эти не заплатили компьютерщики, эти тоже Мы это все просто так, да? из любви. Они мне футболку дали. Давно. В конце хочу добавить, что на данный момент школа СБ существует только в России. Однако проект позиционирует себя как международный, и, возможно, в ближайшее время мы услышим про школу ИСБ, открытую в какой-то другой стране. Как я понял, если у вас уже есть тренировочная база, вы можете связаться с Федерацией школы ИСБ, пройти сертификацию и получить доступ к единой базе знаний. На этом о школах ИСБ все. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Пока, друзья. Счастливо, удачи. Ты просто видел, как на каком-то турнире мужики самозабвенно околачивают. Калач. Да. Твой вариант – это школа ИСБ. Нет. Школа ИСБ – это… Да. Школа ИСБ – это школа ИСБ? Нет, там из 16 школ 12 – это Берн, одна – это НСК, одна – это Стальной Оскал из Северного Оскола, из Старого Оскола, и две не аффилированные ни с кем. Ну, типа, есть независимость. А я что, соврал, что ли? Да, это будут доспехи с чужого плеча, но они будут защищать Защитять будут. Защищать будут. Такие доспехи, чтобы они защищают. Класс. Хочу попробовать, а не вас, а потом ученика, напряжение. Но для начала все необходимое в школе. Но все необходимое для начала. Вот так.